волосы сделать. У меня здесь есть вот такая пряжа. Так, ты там как? Все нормально? Назовем это небрежным стилем. Теперь тут получилось коротко. Ой, что с тобой случилось? Где твоя голова? Отвалилась? Мне очень жаль. Прости, я, наверное, плохо ее пришила. Я первый раз все-таки делала тебя. Наверное, еще не хватило опыта. Ну, у меня у самой все время такие проблемы. Несмотря на то, что меня собирал отец, бывает иногда, да, то рука отвалится, то нога. Но ничего, все можно обратно вернуть, конечно, пришить, да. В этот раз я обещаю, я все пришью лучше, конечно. А где она? Понятно. То есть придется еще ее восстановить. Ну, ничего, это повод сделать тебе новое личико. Почему бы и нет? Может быть, сделаем тебе, что больше тебе в этот раз нравится. Ну, знаешь, в прошлый раз я собирала тебя, исходя из своих пожеланий. Тебя, в принципе, все устраивало. Отлично, рада это слышать. Ну, я вижу, что хоть что-то ты принесла, да, остатки. Понятно. Ну, ничего, сейчас все соберем, все сошьем, и все будет как новенькое. Ну, хорошо, хоть ты смогла до меня дойти, да? Так, с чего бы начать? Давай, наверное, измерим тебя. Я просто свои эскизы старые уже выкинула. Ну, знаешь, я завела себе друзей наконец-то. Поэтому я подумала, что, наверное, больше я таким, пожалуй, не буду заниматься. Нет, это не значит, что я про тебя забыла. Нет, конечно, просто, ну, я ведь изначально тебя сделала, чтобы у меня был друг. Вот. Но все же, я думаю, мне еще рановато таким заниматься. Ну, это все-таки ответственность за другого. Мне ведь всего несколько дней от роду. Ну, как? Конечно, я не выгляжу так и не веду себя так, наверное, как будто мне несколько всего дней, но... Ну, мое день рождения было совсем недавно. Да, я считаю с того момента, как меня собрал отец, да. Так что все в порядке, конечно. Ну, так, как я уже сказала, давай начнем с измерений, потому что я уже потеряла все свои, ну как потеряла, выкинула все свои схемы. Поэтому давай измерим, ну, чтобы пропорционально все было. Да.
увидела? Конечно. В нашей школе все, конечно, такие яркие все. Неудивительно, что и ты тоже захотела. А как у тебя дела? Ты ведь тоже, получается, всего на несколько дней меня младше. У тебя-то там дела, надеюсь, нормально. Отлично. Хорошо, что у тебя получилось. Но в любом случае мы живем вместе. Так что ты не переживай. Мама, я тебя создавала как друга, подругу, да. Так что, наверное, странно будет считать мамой кого-то, кто тебя старше всего на пару дней. Ну да, я тебя создала, но все же. Поэтому да, я решила, что больше я таким заниматься не буду. Ну, может, разве что питомца можно сделать. Это, конечно, тоже ответственность за питомца, но все же не такая большая, как за тебя. Ну, конечно. В любом случае, отец мой поможет всем. Надо было с ним все-таки посоветоваться перед тем, как делать. Но я просто знала, что он мне не разрешит. Не потому, что он какой-то злой, если что, нет, конечно. Так, ну, я нарезала. Теперь мне надо это все соединить и прошить, да. Я надеюсь, ты не против, что я использую голубые нитки. Их потом все равно видно не будет. Кстати, если вдруг у тебя будут какие-то проблемы, я имею в виду прямо в школе, а меня рядом, например, нет, то ты можешь зайти в класс Джинавайер. Она создает свои дизайны одежды и, соответственно, умеет шить. Так что с пару шовчиками, я думаю, она тебе поможет. Если почувствуешь, что некоторые из них немножко разболтались. Ну, конечно, если случится такая большая проблема, как сейчас у тебя, то лучше найди меня. На этом она с радостью тебе поможет. Не стесняйся просить помощи у ребят. Хотя, конечно, не все ребята в школе такие добрые, но вся же большая часть дружелюбная. У меня как дела? В принципе, все отлично. Ну, знаешь, с черлидерством, конечно, небольшие есть заминки.
Ну, иногда бывает, что во время каких-то сложных трюков, например, у меня может отвалиться рука или нога, как я уже говорила. Для меня-то в этом ничего страшного нет, я могу ее просто обратно присоединить. Но вот остальные, конечно, ребята могут напугаться или могут даже пораниться. Ну, во время сложного трюка, если что-то вдруг отлетает, конечно, ребята могут сбиться и кто-то может упасть, например. Поэтому я пока не уверена насчет черлидерства. Мне это, конечно, не больно. Просто это может помешать остальным, да. Но в любом случае активности в школе других полно. Поэтому, думаю, я найду себе еще, может быть, какое-то занятие. Так что ничего страшного. Потерпи, осталось совсем чуть-чуть, я почти уже дошила. Так, ну в этот раз, надеюсь, все будет держаться крепко. Так, узелок надо сделать очень крепкий. Итак, основа у нас готова. Давай ее на тебя наденем. И надо будет закрепить ее у тебя вот тут на шее. Так. Так, мне нужно что-то, чем бы закрепить. Так, иголочки. Ничего страшного, больно не будет. Так. Так, все закрепила иголочками временно. И сейчас надо будет прошить. Все, стой сейчас ровно, я сделаю стежки у тебя на шее. Так, прикреплю основу. Основу твоей головы к шее.
держится. Так, ну, вроде бы швы крепкие. Ну, вроде бы все отлично крепко держится. Надеюсь, в этот раз ничего не отвалится. Но в любом случае, конечно, оно может разболтаться. Поэтому ты просто заранее говори, чтобы не потерять в следующий раз. Просто подошьем. Ну, можно еще степлер. Я с собой его ношу, да? Просто это быстрее, чем сшивать, поэтому просто раз и все. Так, нужно будет тебе еще волосы сделать. У меня здесь есть вот такая пряжа. Мне очень нравится оттенок такой лиловый, нравится. Такого цвета волосы сделаем тебе. Отлично. Но волосы я предлагаю сделать потом. Сначала давай лицо. Ну, я думаю, лучше будет сначала нарисовать лицо, а потом уже волосы. Да, чтобы потом они не мешались. Так, давай. Где у меня тут карандашик был? Наметим тебе линии глаз, носа, рта. Может быть, еще какие-то детали. Но я думаю, этого будет достаточно. Вот, нарисую тебе, да. А потом разкрасим. Хорошо? Отлично. Ну, давай начнем, наверное, с глаз. Так. Все буду, в принципе, как в прошлый раз, рисовать. Ну, то есть, как и в прошлый раз все было нарисовано, тебя ведь вроде бы все устраивало. Вот и славно. Так. Так, и рот. Ну, губы, естественно, да. А то, что у тебя будет просто черточка. Нет, конечно. Так. Вроде бы все ровно. И брови еще, да. Ну, брови, думаю, можно просто ставить темными. Хотя волосы-то светлые. Какие хочешь. А, темные? Ну ладно. Так. Так. С этой стороны. Вроде бы все ровно. Тебе как? Нравится? Отлично. Перейдем к цветам. Такие цвета есть. Их, конечно, еще можно намешать, если вдруг тебе не совсем нравятся оттенки. Давай начнем с цвета глаз. Какие хочешь? Вот такой голубой. Отлично. А хочешь разные, как у меня? А цвета такие же. Голубой и розовый. Давай, отлично. Где моя кисть?
чуть темнее, отлично. Так, над глазами. И вот здесь. Супер. И теперь цвет губ, какой хочешь, можно любой. Так, ну, можно вот этот розовый. Да, очень милый. Так. Верхняя губа. И нижняя. Хочешь еще что-то? Ну, не знаю, может быть, какие-то румяна или какие-то рисунки. Ну, правда, я, наверное, в рисунках не сильна, поэтому не уверена, что у меня получится. Может быть, лучше не рисковать. Хочешь сердечко? Где? Под глазом? Под каким? Под розовым. Отлично. А какого цвета? Красное, розовое? Розовое тоже. Ну, хорошо. Так, так, так. Все, супер. Ну, мне кажется, ты выглядишь еще лучше, чем в прошлый раз. Ну, в прошлый раз я, конечно, так по-быстрому сделала тебе. И глаза пуговички были, да. А, волосы, точно, точно, точно. Кстати, мы ведь когда рисовали лицо, совсем не подумали о волосах. Ну, я имею в виду цвет. Ну, нам повезло. Я думаю, эти цвета, которые мы выбрали, хорошо будут смотреться с лиловым.